Среди иностранцев, живущих в Японии, да и среди тех, кто только собирается сюда приехать, немало желающих получить японское гражданство. Но почему? Зачем? Что дает японское гражданство? Действительно его так просто получить? Каким требованиям нужно соответствовать для получения японского гражданства? Сколько времени занимает сам процесс? Все это и многое другое в сегодняшнем моем видео. Всем привет, с вами снова я, Пых, и вы на канале о жизни и работе в Японии. Сегодня, как вы уже догадались, мы поговорим о японском гражданстве, о процессе получения японского гражданства, какие условия необходимы для того, чтобы получить японский паспорт. И главное, я вам расскажу о том, почему я, прожив в Японии уже 11 лет, не собираюсь получать японское гражданство. Для того, чтобы получить возможность подавать на получение японского гражданства, вы должны соответствовать 7 основным требованиям. Первое – это прожить в Японии не менее 5 лет. Что это значит? Это значит, что совокупный период вашего проживания в Японии должен составлять не менее 5 лет. При этом отсюда исключаются периоды, когда вы долгое время отсутствовали в Японии. Например, прожив в Японии 4 года, вы уехали на родину, например, там прожили не менее полугода или больше, то в данном случае счетчик будет сбрасываться. Поэтому нельзя отсутствовать в стране, в Японии, более 6 месяцев. Где-то в этом периоде. При этом, например, короткие поездки, например, на неделю, 2, на месяц, это нормально. Они просто-напросто будут вычитаться из того периода, когда будет подсчитываться нахождение вашего в Японии не менее 5 лет. Второе. Вы должны быть совершеннолетним по законам Японии. Что это означает? До недавнего времени это было 20 лет. Но с апреля этого года, с апреля 2022 года, законы изменились, и сейчас по многим фактам совершеннолетним считается уже с 18 лет. Поэтому, если вам есть 18 лет, то вы уже являетесь совершеннолетним по законам Японии. Третий момент – это финансовая независимость, скажем так, финансовая состоятельность ваша в Японии. При этом здесь мы рассмотрим с вами 3 основных кейса, пакета условий, которые возможны до вашего проживания в Японии. Первый – это вы живете и работаете в Японии, у вас рабочая виза. Второй, например, это вы состоите в браке с гражданином Японии, и он вас, либо она вас содержит. И третий, вы, например, иностранный студент, у которого есть определенная сумма денег на счету. Скажем так, наверное, громадная сумма денег на счету. В первом случае все является очень хорошо, потому что вы работаете, вы платите налоги, сборы, пенсионные, об этом чуть подробнее в данном видео. То есть, в принципе, к вам никаких претензий не будет. Это самое хорошее, можно сказать, момента, самый лучший кейс для получения гражданства Японии. При этом здесь учитывается то, что из тех 5 лет, что вы, допустим, прожили в Японии, это первое условие, как говорил, минимум 3 года вы должны проработать в Японии, поэтому это тоже будет очень сильно учитываться. Во второй момент, когда я говорил, это вы состоите в браке, например, с гражданином Японии, то здесь важным является, что супруг вас содержит, или супруга, например, ситуации бывают разные, то есть он платит за вас страховку, медицинские пенсионные сборы и так далее и тому подобное. И вот третий момент, который называется, это, например, богатый студент, у которого есть определенная сумма на счету, допустим, может миллионы долларов. Например, вы приехали, скажем так, в языковую школу, затем вы поступили, например, через 2 года в японский вуз, проучились там 3 года, вы набрали 5 лет и решили подать на японское гражданство. Мотивирует это тем, что у вас есть деньги на счету, то есть вы финансово состоятельны, у вас есть на что жить. Это является, можно сказать, самым неудачным кейсом, потому что получается как? Статус студента в Японии, он не является основанием для того, чтобы вам дать гражданство. Вы там прожили 5 лет, у вас есть деньги на счету, но ваш статус является неопределенным, потому что неизвестно, что вы будете делать дальше. Допустим, человек получит гражданство и просто-напросто свалит с страны. Такое тоже возможно. Поэтому это является самым неудачным. И лучше всего, если, например, вы живете и работаете в Японии, у вас есть, допустим, рабочая виза, например, вы живете и работаете в Японии, вы состоите в браке с гражданином Японии, либо у вас там уже есть даже эйджукен. Во всех остальных случаях это будет самый неблагоприятный кейс для получения японского гражданства. Четвертый пункт, четвертое условие для получения японского гражданства – это отсутствие судимости. Причем здесь, несмотря на то, что ряд блогеров утверждает, что главное, чтобы у вас не было ничего там в Японии, учитывается также и ваши деяния в вашей родной стране, той стране, которое гражданство вы имеете. Поэтому здесь необходимо, чтобы вы были кристально чисты перед законом, то есть не было каких-то там у вас тюремных заключений. При этом, например, штрафы за плохое вождение, еще что-то, они в принципе здесь не учитываются. Но если было тюремное заключение, вы отбывали какой-то срок, то это может сказаться в последующем на том, что вам могут просто-напросто отказать в возможности получить японское гражданство. Естественно, также сюда включаются и какие-то проблемы с законом на территории Японии. Соответственно, если вы что-то где-то нарушили, я тоже здесь не говорю про какие-то, допустим, превышение скорости, например,
то в данном случае вы тоже можете потерять возможность подавать на японское гражданство. Пятый и тоже очень основной момент – это соблюдение правил и норм в Японии и отсутствие нарушения всех этих прав и норм. Причем здесь очень важное значение – это уплата налогов и сборов, которые вы в Японии должны платить. Это я имею в виду и подоходный налог, это и пенсионные взносы, это медицинская страховка. Поэтому если есть какие-то неуплаты, то перед тем, как подавать на получение гражданства, необходимо все эти неуплаты, естественно, ликвидировать. То есть все ваши задолженности, если они имеются, нужно будет, конечно же, заплатить. Шестое – это отсутствие двойного гражданства и понимание того факта, что вам придется отказаться от гражданства своей страны. Соответственно, если, например, гражданин России, Беларуси или Украины, то вам придется отказаться от своего гражданства в пользу японского гражданства. И в последующем, если вы решите поехать на свою родину, да, то вам придется делать визу. Япония не поддерживает систему двойного гражданства, по крайней мере, из того, что я знаю, не поддержит, поэтому в любом случае вам придется выбирать либо оставлять свое гражданство, да, не принимать японское, либо принять японское гражданство и в последующем делать визу для того, чтобы посетить свою изначальную родину. И седьмой, последний, но довольно-таки тоже важный момент – это наличие знаний японского языка, причем на довольно-таки хорошем уровне. Минимум здесь называют N4 и N3, хотя бы я лучше, конечно, сказал бы, что где-то лучше N2. Чем лучше вы знаете японский язык, тем будет вам лучше. Поэтому, да, как бы я это и сказал. Да, чем лучше вы знаете японский язык, тем проще затем вам будет в процессе оформления всех документов, потому что вся процедура будет проходить исключительно на японском языке. Все собеседования, об этом чуть подробнее в данном видео, будут проходить, естественно, на японском языке. И если вы плохо знаете японский язык, то это может быть также стать причиной того, что вам могут отказать в процессе получения японского гражданства. Итак, дорогие друзья, товарищи, други, представим, что вы соответствуете всем этим требованиям, по крайней мере, вы считаете, что вы соответствуете данным требованиям, что вам необходимо делать дальше. А дальше вы идете в Министерство юстиции по месту вашего жительства и делаете заявку на то, чтобы узнать, сможете вы подать на японское гражданство или нет. После того, как вы получили заявку, подали заявку, вы получаете назначение на собеседование. Да, вам назначают день, приходите, и один на один вы будете разговаривать на японском, естественно, на японском языке о том, можете вы получить японское гражданство или нет. Представьте ситуацию, что все окей, вам подтвердили, и начинается сам процесс оформления. Вот здесь и начинается самый большой стресс, потому что вам понадобится довольно-таки много времени, денег и, конечно же, нервов для того, чтобы получить японское гражданство. В общей сложности называют порядка 3, 4, а то 5 сантиметров пакет, да, документов, которые вам необходимо будет собрать. В общем, так будет следующим образом, что те документы, которые касаемо вас, вашей семьи, в вашей стране проживания, то есть, например, если вы гражданин России, все ваши эти документы вам необходимо будет получить оригиналы, затем их перевести. Перевести можно, в принципе, свободно, да, нормальный перевод на японский язык, заверить их и предоставить непосредственно затем уже для получения японского гражданства. То же самое касается и ваших документов, касаемо вашего проживания уже в Японии. То есть в общей сложности это набивается вот, да, вот на эти 3-4, а порой даже 5 сантиметров пакет документов. Понятное дело, что получить все эти документы не так-то просто. Я знаю, что бюрократические аппараты разных стран работают по-разному. В Японии, например, да, я могу получить какую-то справку, например, за 5-10 минут. В России не всегда так. Я знаю эти реалии, я прожил в Японии более 10 лет. Поэтому именно здесь вот и начинается процесс самый длительный. Поэтому многим может понадобиться даже не 1 год для того, чтобы собрать все эти документы, вот реально. И тут даже, знаете, есть такая шутка, например, чем меньше у тебя родственников, да, в стране твоего проживания, тем быстрее ты можешь получить японское гражданство. Так ли это или нет, я вам не скажу, но в общей сложности обычно называют, что порядка года-полтора требуется для того, чтобы собрать вот это все, да, и пройти весь процесс получения японского гражданства. При этом в ходе всего этого вас еще несколько раз будут вызывать на собеседование. Обычно называют порядка 3-4 раз. Да, на собеседование, естественно, на японском языке. Еще раз повторяю, все будет проходить, естественно, на японском языке. Поэтому, если вы хотите подавать на японское гражданство, в первую очередь, наверное, все-таки лучше выучить на достаточном уровне японский язык. Дорогие друзья, я не просто так сказал, что потребуется немало денежных средств, потому что в общей сложности в среднем называют от 300 до 400 тысяч йен для того, чтобы оформить японское гражданство. Это не услуги за адвокатов. Если вы будете, например, нанять адвоката, и такие тоже есть по оформлению гражданства, то вы заплатите даже больше. Это в общей сложности, если будете делать сами. Это
Все документы оформляются, естественно, не бесплатно. Я сомневаюсь, что все справочки вы можете взять себе на родине за просто так. То же самое касается в Японии. Там ряд справок, они стоят определенную сумму денег, причем некоторые из них, у них срок годности месяц, 2, 3. Ну, есть там несколько, там, полгода, но поэтому, то есть, если возьмете заранее, то потом срок истечет, вам придется брать по новой, опять нужно будет платить деньги. Но, чтобы вы имели в виду, вам понадобится порядка до 300-400 тысяч йен для того, чтобы оформить и заверить, там, перевести. Если вы пусть переводите сами, то хорошо. Если будет нанимать один человек, который будет переводить вам все ваши документы на японский язык, то, соответственно, придется заплатить, скорее всего, и за перевод документов тоже. Обычный процесс получения японского гражданства, оформления и получения японского гражданства занимает порядка года. Однако, нередко это может занимать даже больше. Год, полтора, два. Есть даже случаи, когда и по 3 года оформляют японское гражданство. Причем есть также случаи, когда в первую попытку вам отказывают. Вот, не дают гражданство. Причем многие считают, что вот это специально для того, чтобы проверить, скажем так, благонадежность, да, данного человека. То, что действительно хочет получить японское гражданство. На самом деле это не так. В большинстве случаев это то, что человек просто-напросто не соответствует каким-то определенным условиям. И вот, как я вам сказал, да, например, богатый студент, который хочет получить японское гражданство, имеет только денежки на счету, либо, например, человек просто-напросто не платил налоги, не платил пенсионные сборы, либо как там укрывал доход. Все это может повлиять на положительный результат получения вами японского гражданства. И переходим, дорогие друзья, мы с вами к самому важному моменту сегодняшнего видео. Если смотрели до этого момента, то вы очень большой молодец, и вы не упустили свою возможность узнать самое главное о японском гражданстве. Так что же дает японское гражданство? Действительно, это хорошо. И почему я, прожив в Японии вот уже больше 11 лет, его не собираюсь получать? Японское гражданство, по сути, дает вам 3 основных преимущества. 3. Первое – это вы сможете голосовать в Японии. Но я сомневаюсь, что иностранцы, живущие в Японии, готовы именно для этого получать японское гражданство. Второе – это вы сможете работать в госорганах, например, политик, да, например, полицейский или там пожарный. Но те, кто, например, получает гражданство уже там в возрасте до 30 лет, я думаю, что уже смысла нет, потому что в этом возрасте, да, идти в полицию, например, или в пожарники, но это, наверное, уже все-таки глупо. И третий момент – это безвизовый режим в более чем 150 стран, что ли, да, сейчас уже не знаю сколько, но назвать это примерно так, да, более 150 стран, безвизовый режим. И вот думаю, что вот именно, кстати, для этого многие хотят его получить. Говорят о том, что да, все-таки безвизовый режим во многие страны, это очень круто и полезно. Ну, не знаю. Наверное, все-таки на сегодняшний момент я думаю, что оформление визы в разные страны не является таким прям сложным моментом. И именно для того, чтобы не делать визу в ряд стран, получать гражданство, по мне так это тоже не особо так и актуально. Среди иностранцев, живущих в Японии, которые получают японское гражданство, либо только планируют его получить, немало девушек, причем в том числе и русскоязычных девушек, которые еще даже не получив гражданство, уже начинают выбирать себе новое имя, либо свое имя начинают записывать не катаканы, как принято в Японии, да, иностранное имя записывается катаканы, начинают придумывать сочетание канзи, например, да, чтобы мое имя будет вот таким вот красивым, да, как я стану японкой. Причем вот действительно они считают, что получив японское гражданство, они станут настоящими японками, и отношение к ним со стороны японцев как-то изменится. По факту ничего не меняется. Почему же не происходит принятие японцами и японками иностранца, который получил японское гражданство? Здесь самый важный момент – это все-таки европейская внешность, например, или внешность афроамериканца, латиноамериканская и так далее и тому подобное. То есть, если вы не обладаете азиатской внешностью, то в любом случае японец не сможет вас ассоциировать с таким же, как и он сам. То же самое касается обычных японцев, это касается и полицейских. Я уже не раз слышал эти истории, когда, например, останавливают девушку, да, европейской внешности, у которой японское гражданство, и она начинает возмущаться: как так, ведь я японка. Никогда, если вы являетесь, например, длинноногая блондинка, да, с голубыми глазами, японец, полицейский не подумает, что у вас есть японский паспорт. Нужно это запомнить раз и навсегда. И вот да, есть эти вот девушки, и русскоязычные, и англоязычные девушки, которые есть на ютубе, да, у них свои каналы, они начинают одеваться как японки, начинают делать макияж как у японок, начинают разговаривать как японки, да, там коверкать специально слова, там специально делать нарочито мило и так далее и тому подобное. То есть стараются максимально убить свою личность и вбить себя в те рамки, которые приняты в Японии, причем считают, что именно вот это позволит им стать настоящими японками. Именно это нравится японцам, и тем самым они станут, кажется, как достаточно уверенным, да, вольются в японское общество. Но на самом деле этого не происходит.
Именно поэтому я тоже не собираюсь принимать японское гражданство, потому что оно никак не изменит ко мне отношения. Я как был иностранцем, живущим в Японии, так всегда им и останусь. Да, вы сможете, например, говорить хорошо на японском языке, отлично все знать, допустим, японскую историю, может, да, там, отлично готовить японскую кухню и так далее, но до тех пор, пока вы являетесь обладателем внешности не как у японцев, да, если вы не являетесь обладателем азиатской внешности, вас ассоциировать с гражданином Японии никто не будет. Дорогие друзья, товарищи и други, вот такое видео о японском гражданстве. Теперь вы знаете, какие условия для получения японского гражданства, сколько нужно денег, времени и нервов для того, чтобы получить японское гражданство, и почему я, еще раз напоминаю, человек, проживший в Японии более 11 лет, не собираюсь получать японский паспорт. Почему мне без него довольно-таки комфортно, и даже имея вид на жизнь в Японии, я чувствую себя очень-очень комфортно в Японии. На сегодня все. Я желаю вам удачи. Не болейте. С вами был Пых. До скорой встречи. Пока.